Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами вторая лекция в рамках преподавания дисциплины истории Древней Церкви. И сегодня мы с вами поговорим на две важнейшие темы в истории Древней Церкви. Первая тема – это эпоха гонений. Поговорим о ее содержании, поговорим о периодизации, об отношении к христианам враждебных масс, неверующих христиан, и несколько слов с вами сегодня скажем о церковной иерархии, ее развитии и отличии от современной церковной иерархии. Итак, эпоха гонений. Сложнейший период в истории церкви, когда пострадало очень много мучеников, когда церковь переживала тяжелейшие времена, и она, по сути, переживала свое физическое уничтожение. Вот это, конечно, для бытия церкви было сложнейшим испытанием. Только-только появившись, представьте себе, новоначальная такая институция земная вдруг оказывается в полностью враждебном вокруг себя мире. И этот враждебный мир оказывает на нее самое серьезное влияние. Удивительным образом церковь прошла через этот период, выжила. И более того, к окончанию эпохи гонений мы можем видеть, что количество христиан возросло, причем возросло неимоверно. Практически треть населения Римской империи так или иначе относили себя к христианам на момент, когда эти гонения уже завершались. То есть чем больше было гонений против христиан, тем больше христиан становилось. Вот такой вот парадокс исторического бытия. Но связан он, скорее всего, с тем, что все-таки в античном мире, в рамках которого начинала развиваться христианская церковь, вот этот фанатизм, как его называли в отношении христиан, именно фанатизм, вот эта решительность и готовность принести в себя жертву за своего Бога, она играла ключевую роль. Потому что вот такое отношение к своему Богу жертвенное как раз свидетельствовало о том, что, наверное, столько людей не могут ошибаться и заблуждаться. Наверное, столько людей, которые готовы идти на смерть, на истязание, мучение, на лишение за своего Бога, наверное, это не просто так. Значит, эти люди что-то знают. Значит, для них этот Бог не пустое слово, и для язычников это было настоящим откровением. Эпоха гонений для церкви завершается, можно сказать, даже триумфально. Во-первых, большое число святых исповедников, мучеников, которые засвидетельствовали свою верность Христу, по сути, пошли тем путем, который Христос в церкви, собственно, и насаждал. Мы помним слова Евангелия, когда Христос говорит, что запомните, говорит он апостолам, не думайте, что ученик больше своего учителя. Если меня гнали, если меня преследовали, то и вас будут. И вот к этим преследованиям церковь оказалась готова. Всего мы видим несколько периодов в эпохе гонений, которые друг от друга отличаются по характеру и содержанию этих гонений. Первый период – это у нас с 33 по конец первого столетия, так называемый апостольский век. Это период гонений, назовем его первый, период, когда христиане, если все-таки и подпадали под гонения и появлялись мученики, то эти гонения имели по большей части случайный характер. То есть это гонения не были прописаны или систематизированы со стороны какого-нибудь силовой власти. Гонения в этот период носили исключительно случайный характер. Христиане подпадали под преследование не потому, что они христиане, не потому, что они веруют во Христа, а совершенно по другим причинам, потому что они оказались здесь, в это время, в этом месте.
И эти гонения совершались исключительно со стороны иудейской общественности. Евреи, увидев, во что превращается церковь, во что она развивается, какой-то мощный институт с сильными членами этой церкви, видя это, иудеи не выдерживали этого и обрушивались со всей своей злобой, со всей своей ненавистью к христианам на них, часто жаловались государственной власти на христиан или устраивали гонения сами. Второй период начинается у нас в начале II века и заканчивается в середине III. Здесь порядка 150 лет. Это гонения, которые осуществлялись уже на христиан как самостоятельную религиозную такую общину. И отличается этот второй период от гонений первого тем, что христиан уже отделяет от иудеев и обозначает их как отдельное религиозное такое сообщество. Эти гонения были уже систематическими, и преследования христиан совершались в рамках того законодательства римских императоров, которое они выносили абсолютно повсеместно. Вот. Были эдикты и указы римских императоров, которые каким-то образом ограничивали свободы христиан или их богослужения, или их собрания. И христиане становились, во-первых, известными для римских граждан, для римского права, а во-вторых, они становились все-таки религией недозволенной. И вот это очень важный термин, который нужно запомнить. По-римски он звучит как религия illicita, то есть нелегальная вера или нелегальная религия. Христианская вера представляла для языческого римского государства большую опасность. И поэтому римляне, которые все систематизировали, которые все либо обобщали или разделяли, но в отношении всего имели свое суждение, они в отношении христиан приняли решение назвать эту веру вредной, недозволенной, потому что она несла угрозу античному обществу. Какую именно угрозу, я чуть позднее сегодня расскажу. Ну и третий период – это у нас конец, вторая половина III века, и завершается этот период 313 годом изданием эдикта, называемого Миланского эдикта, автором которого был император Константин, его соправитель Лициний. Они приняли решение в Милане о том, что христианство становится дозволенной религией, то есть разрешенной. И на этом вся эпоха гонений завершается. Итак, три периода в истории гонений. Первый период, когда христианство еще не признавали самостоятельной верой, и гонения были только со стороны иудеев. Второй период – это время, когда христиан начинали отделять от иудеев, но при этом осуществляли систематические гонения, но пока не за само имя христианин, а за разные другие проступки, которые сами же обуславливали. И третий период, самый жестокий, самый сложный, когда христиан гнали за само имя христианин. Когда гонения носили тотальный характер, и под преследование подпадали абсолютно все те, о которых было известно, что они исповедуют христианскую веру. Вот эти три периода и составляют для нас с вами время эпохи гонений. Поговорим о каждом из них в отдельности. Первый период, период случайных гонений, конечно, связан с тем, что иудеи с огромной ненавистью относились к христианам, к апостолам, к их последователям, ученикам. И в книге «Деяний», к примеру, говорится о том, как первых христиан даже побивают камнями за богохульство и иные преступления. Так, например, известный нам апостол Павел был гонителем христиан, причем гонителем очень ярым. В частности, мы знаем, что он поначалу помогал побивать христиан камнями. Мы знаем, что он стерег вещи тех, кто побивал камнями архидиакона Стефана. А затем из истории его обращения ко Христу мы знаем, что его даже снаряжали, отправляли в Дамаск, где он должен был
заняться расследованием и преследованием христианской общины в Дамаске. И, собственно, он на это дело и пошел, где и произошло его обращение. По пути этой миссии по уничтожению дамасской христианской общины. Иудеи, как могли, преследовали христиан, насколько позволяла им их система законов и правил. Мы знаем, что были преследования в плане написания различных сочинений и преследования диспуты. Диспуты – такие открытые споры, в которых принимали участие со стороны иудеев фарисеи, книжники, ученые, но со стороны христиан в основном апостолы и их ученики, ближайшие последователи. Ну, к примеру, мы знаем, что апостол Павел, так описано в Деяниях, состязался с некоторыми иудеями в синагогах или в собраниях. И часто для самого апостола Павла это заканчивалось печально или трагично. Но самый яркий эпизод в эпохе гонений, в самом первом периоде эпохи гонений, когда эти гонения носили случайный характер, это эпизод, произошедший в Риме. Вы наверняка слышали, что был такой известный очень император по имени Нерон, который считал себя замечательным актером, который должен был выступать на самых лучших сценах. И при этом императоре в Риме произошел пожар, страшный пожар, который уничтожил большую часть города, это точно, как минимум. И, конечно, христиане к этому пожару не имели никакого отношения, но они оказались крайними в этой ситуации. Когда была создана комиссия по расследованию этого инцидента, выяснилось, что все-таки имел место поджог в Риме, и город сгорел по некоему злому умыслу каких-то таких плохих злоумышленников, преступников. Но поскольку, судя по всему, к этому имели отношение около придворные круги из кого-то знатных, люди, которые просто устроили пожар, чтобы уничтожить какие-то торговые ряды и тем самым получить, может быть, землю для торговли. Понятно, что друг друга выдавать никто не хотел, на императора тоже никто подумать не хотел, хотя это тоже бросалось в глаза, что, может быть, его была в этом заинтересованность. Так или иначе, по итогам комиссия пришла к решению, что во всем виноваты евреи и христиане. И их, евреев и христиан, именно в это время в качестве такого наказания решили выгнать из Рима. Их изгнали многочисленные семьи, которые здесь уже жили долгое время, не одно поколение. Так или иначе, христиане оказались крайними. Их, конечно, не отвели на какую-нибудь казнь, как это часто практиковалось в Римской империи, но наказание в виде изгнания из города, где ты живешь и жил многими поколениями, это, конечно, для них тоже было таким печальным концом преследований. Такое второе известное событие первого периода эпохи гонений, оно запечатлено в том числе в исторических документах и подробно описывается в том числе в истории церкви Евсевия Памфила. Этот период может быть не так кровопролитен, как последующие, потому что христиан пока признают в качестве некой иудейской секты, своего собственного бытия или представления себе как о чем-то отдельном они еще не имели в мире, и поэтому гонения на них осуществлялись исключительно только со стороны иудеев. И если государственная власть в этом принимала участие, то, как мы видим, это было случайным образом для того, чтобы замести следы истинных виновников пожара. Следующие два периода в истории эпохи гонений, они гораздо более тяжелые. И мы здесь видим, что в эту борьбу с христианской церковью начинает включаться более серьезные игроки на исторической арене. Прежде всего, это само государство. Государство было гонителем с крайне тяжелым и в то же время не всегда поворотливым. Понятно, что государственной власти христианская вера была врагом, потому что ставила под сомнение сам принцип бытия античного мира. Чтобы это понять, нужно, знаете, нам с вами немножко погрузиться в этот языческий мир
и посмотреть на него изнутри. Ведь Римская империя, как известно, скреплялась не только военными достижениями, не только потому, что римляне завоевывали те или иные территории, но и потому, что римляне дозволяли культурной среде завоеванных территорий проникать в собственную культуру. И это было совершенно на всех уровнях. Не только это касалось там, языка, не только это касалось каких-то культурных особенностей, но и не в последнюю очередь религий. Вот если Римская империя завоевывала какую-нибудь область, да, эта область была языческая, там были свои боги, этих богов римляне включали в свой пантеон. И, соответственно, ожидали аналогичного действия со стороны вот завоеванного народа, что и они включат римских богов в свой пантеон. И вот это взаимопроникновение религиозное, оно и скрепляло Римскую империю вот на уровне такого религиозного воззрения. И римляне насаждали везде очень важную идею. Идею о том, что именно религиозное богослужение, такое совместное, всеобщее, и создает настоящее гражданское общество. И это была одна из главных ценностей античного мира, что каждый гражданин должен быть активным участником религиозной жизни, вообще любой общественной жизни. То есть общественная жизнь – это залог единства крепкого государства. И поэтому какие-то праздники языческие, либо то пусть то будет праздник в честь Диониса или в честь другого какого-то бога античного, так или иначе в каждой местности или вообще всецело по всей империи в этих праздниках должны были принимать участие абсолютно все. Это было проявлением как раз активной гражданской позиции. А что приносило христианство в этот античный мир, который жил вот этой общественной жизнью? А христианство приносило нечто иное. Бог, говорили христиане, не где-то на площади. Бог не где-то вот в статуе в этой или в этой. Бог, Он имеет духовное измерение. И если ты хочешь Ему помолиться, ты можешь сделать это в уединении, у себя ли дома, или уйти в горы, или уйти в лес, или в степи, и там совершать свое моление. Что это означало для языческого мира, жившего вот этим активным общественным началом? Разрушение. Разрушение, потому что христиане приступали вот эти важные для них принципы и требовали теперь от всех верующих, чтобы они имели возможность и имели время или место для того, чтобы совершать богослужение в одиночестве. Понятно, что где двое или трое соберутся во имя там я посреди них, так говорил Христос. И, естественно, мы сейчас собираемся все вместе и в храмах, и в часовнях, и в иных местах для того, чтобы вместе помолиться. Но вполне было допустимо и даже приветствовалось, что человек делит свой духовный мир один на один с Богом. И больше никого извне нет. Вот есть Господь, есть я, и мы вдвоем имеем некое общение. Вот этот духовный опыт богообщения ценился и сейчас, до ныне ценится христианами особенным образом. А для античного мира это была проблема. Не просто проблема, это катастрофа. Вы наверняка слышали такую историю, которая произошла с известным философом Сократом. Вот, казалось бы, Сократ жил еще до христиан, но его смерть, а точнее казнь, она хорошо как раз и показывает, насколько для античного мира было принципиально совместное бытие, совместное религиозное бытие. Так вот про Сократа говорилось о том, что он был взят под суд, под стражу и судился за то, что не принимал участия в общественном богослужении. Что он уединялся и не ходил на площади, не ходил там на рынки, еще куда-то, а вот свои размышления, свои молитвы, беседы со своим внутренним миром осуществлял отдельно от всех. И за это этого человека, одного из самых известных античных философов, казнили.
И поэтому для христиан в этом была большая опасность. Они становились врагами не просто государства, не просто там представителей власти. Они становились врагами всего античного мира в целом. Античный мир, тот, который не принимал христиан, боролся с ними. Это государственная власть, это языческие жрецы, и это в том числе и разные представители античных философских течений. Вот эти вот три группы, три института власти античного мира вступали с христианами в абсолютно бескомпромиссную борьбу. И если второй период, это еще период, когда государственная власть не занимается преследованием христиан активным образом, а в основном пытается определить отношения с ними, и эти отношения не в пользу христиан, то третий период для нас знаменует начало очень серьезных и масштабнейших преследований за само имя христианин. Вот что характерно для второго периода. Есть замечательная переписка, которую вы можете легко найти и в пособиях по истории Древней Церкви, и даже, может быть, сами источники обнаружите, почитать в переводе на русском языке переписки двух чиновников, двух государственных чиновников. Один из них Плиний младший, а другой император, который обращается и спрашивает у Плиния, каким образом он занимается делами христиан. И мы здесь вообще впервые слышим о том, что римская власть признает отдельно существующие религиозные течения христиан. И вот про этих христиан говорится, что это вот такие религиозные фанатики, что они ведут свою жизнь не так, как это принято в античном обществе, что они зловредные, что они причиняют неудобства окружающим и государственной власти. И вот Плиний интересуется, как ему поступать с такими людьми, которых вот он определяет. Вот. И там как раз говорится о том, что если так получилось, что выявлены христиане, вот либо мы на них донесли, что они христиане, или каким-то образом они оказались преступниками, какой-то закон нарушили, их тщательным образом допрашивают, исследуют и даже пытают. И пытаются, как сказано в этом документе, пытаются их переубедить. Пытаются их в ходе вот этих истязаний заставить христиан отречься от Христа. Потому что, по мнению античного мира, еще раз повторюсь, это вредное учение, которое делает людей настоящими фанатиками религиозными даже до смерти. Вот. И вот эта особенная приверженность христиан Богу и желание быть с ним до конца считались представителями античного мира вредным. Вот. Потому что это может быть плохим, слишком плохим примером. Плиний-младший говорит о том, что он истязал очень многих, и те, кто слабее, те признавали, что были когда-то христианами, а потом вот ушли из церкви. Были те, кто говорили, что они христиане до сих пор. И таких наиболее упорных последователей Христа было принято решение наказывать. То есть пытаться их все-таки переубедить, пытаться их силовым образом запугать, чтобы они отреклись от Христа. И в конечном счете, если прям этот человек проявляет упорство до самого конца, то заключать под стражу, давать ему какое-то время передумать и потом все-таки казнить. Вот таков второй период в истории эпохи гонений. Время, когда христиан специально не преследовали, но уже обозначали как врагов и преступников. И уже говорили о том, что они причиняют вред государству и обществу. И третий период, самый сложный, самый тяжелый в эпохе гонений, это, конечно, период, начавшийся в середине III века. Начинается он с того, что император Декий Троян, который правил не очень долго, всего несколько лет, однако крайне жестоко и положил начало вообще самому процессу преследования христиан, разработал даже, можно сказать, целую методику их преследования,
когда он выступает против них, видя в них угрозу государственности Римской империи. А надо сказать, что Римская империя в то время действительно переживала кризис государственности. И христианская церковь не в последнюю очередь была тому причиной, потому что христиане воспитывали нового человека с новыми ценностями, который не разделял ценности этого мира греховного, античного. И вот что придумал Декий Троян, в чем состояла его методика, что изменилось в третьем периоде. Декий Троян решил окончательно и бесповоротно уничтожить христианскую церковь физически, найти всех ее последователей и либо заставить их отречься от Христа, либо попрощаться с жизнью. Что делает Декий Троян? Он издает эдикт, согласно которому в определенное время, в определенный день все жители всех поселений, всех городов в Римской империи должны были прийти на центральную площадь и перед изваянием языческого бога и изображением самого императора перенести жертву. Вроде бы рядовое событие, ничего особенного. Но в то время язычники уже очень хорошо знали, что христиане никогда не служат двум богам. И поэтому было понятно, что единственными, кто откажется от жертвоприношения, будут обязательно христиане. Тем людям, которые принесли жертву богам и изваянию императора, им давали специальную справку, где было написано, что вот такой-то и такой-то человек такого-то числа принес жертву, воздал славу языческому богу. И когда эти справки были розданы тем, кто приносил, по весям и городам, буквально в каждое здание, в каждую семью заходили специальные инспекторы, которые проверяли, есть ли у тебя такая справка или ее у тебя нет. И у тех, кто справкой не обладал, начинались очень серьезные сложности, потому что их собирали всех, сгоняли в специальные помещения, где преследовали, расследовали, почему они принесли жертву. И выясняя, что это вот христианин, его очень долго истязали, пытаясь его заставить отречься от Христа. Если такой человек не поддавался истязаниям, его просто казнили. В этот период гонений пострадало очень много христиан. Но нельзя иметь иллюзий в отношении святости всех христиан, составляющих тогда церковь, потому что, безусловно, были те, кто от веры отступал. И перед такими угрозами пасовал, испугался и в конце концов предал Христа. Такие тоже люди были. Их в процентном отношении сложно сказать, но однозначно христианская церковь в этот период очень сильно пострадала. Заканчивается этот период 313 годом, когда император Константин Великий и его соправитель Лициний в городе Милане решили прекратить гонения против христиан и издали эдикт, согласно которому христианство объявлялось дозволенной религией. Это было, безусловно, эпохальным событием. Эта эпоха на протяжении 300 лет, по сути, для нас является символом крепости, кротости и смирения церкви, с одной стороны, с другой стороны, ее внутренней силы. Что даже внешняя физическая угроза, как и говорил Христос, не смогла уничтожить внутренний христианский мир. Эти гонения, направленные на физическое уничтожение, в конечном счете завершились тем, что церковь только разрослась, потому что она жила не внешним миром, а своим внутренним, духовным, созидаемым Святым Духом. Так и завершается эта эпоха гонений. В это время, то, о чем мы сегодня еще тоже хотели немного сказать, в это время формируется в церкви церковная иерархия, то есть служение 3 степеней священства. Мы знаем, что в современной церкви также существует 3 степени священства: диакона, священники и епископы. Епископы могут быть разными. Они могут быть просто епископами, архиепископами, митрополитами, патриархами или экзархами. Это уже должностные такие звания. Священник может быть протоиереем или протопресвитером, если имеет соответствующую награду.
Ну и диакон бывает диакон или протодиакон. В очень редких исключениях может быть архидиакон. Приблизительно такая же система была в Древней Церкви, за одним исключением. Между епископом и священником разница установилась далеко не сразу. Разница чувствуется лишь вот в некоторых документах в том, что именно епископ возглавляет общину. Но разные авторы по-разному называют в своих сочинениях то священников, то епископов старейшинами или смотрителями, или служителями. И вот это в первом веке особенно существовавшее сходство между священниками и епископами дает основания некоторым исследователям утверждать, что в ранней церкви это был один чин. Но на самом деле мы знаем точно, что это было все-таки два раздельных чина служения, иерархических служения, которые и реализовывались по-разному. Священники совершали богослужение, но не вставали во главе общин. А главой общины всегда признавался епископ. И это правило, которое в современных условиях немножко меняется. Мы знаем, что сегодня священник может возглавлять какую-нибудь общину. Епископов не так много, в Древней Церкви их было гораздо больше. Практически каждый приход возглавлялся именно епископом. Кроме известных нам деканов, священников и епископов, было еще несколько разделов служения. Это хор-епископы, деревенские епископы, и деканиссы, то есть женщины, которые помогали осуществлять церковную власть. На этом наша с вами лекция сегодня завершается. Мы с вами сегодня узнали о 3 периодах эпохи гонений, разобрали их характеристики, несколько слов сказали о развитии церковной иерархии в Древней Церкви. А теперь, внимание, вопрос.